Друзья, если у вас задолженность на территории Эмиратов, которую необходимо взыскать, да, в принципе, в любой стране мира вы хотите взыскать задолженность, есть такое понятие, как приказное производство. Проконсультируйтесь, пожалуйста, с вашими адвокатами в вашей стране, что это самая упрощенная процедура, когда бесспорные иски. Вам необходимо, даже если у вас спорный вопрос, но вы путем переговоров можете подписать с должником документ, который в последующем позволит вам через приказное производство в течение 3 суток или 48 часов, в зависимости, вот, например, в Эмиратах это право есть, judgment order, вы можете решение финальное получить совершенно без спора. Конечно, есть факт того, что другая сторона может отменить это решение, это, как правило, в наших странах. Но в Эмиратах эта система начала очень хорошо себя показывать. То есть вы можете взыскать задолженность очень быстро, если у вас бесспорное производство. Друзья, очень важно для тех туристов, для тех, кто живет и берет автомобиль в аренду в Эмиратах, пожалуйста, проверяйте на месте документы, чтобы был техосмотр и чтобы была страховка, потому что, как правило, это все ложится на тех, кто в последующем водит автомобиль. То есть, если нарушение обнаружено, и вы в этот момент ведете автомобиль, то есть он был в вашем владении, то вы будете нести ответственность. Сумма штрафа очень высокая за такие нарушения, за отсутствие техосмотра вовремя пройденного или за отсутствие страховки у автомобиля, потому что rent-a-car, вы знаете, могут пренебрегать этими своими обязательствами, и под последующим вы ничего не докажете. Сумма штрафа составляет 600 дирхам. Друзья, если вы обращали внимание, если вы делали когда-либо доверенность на территории Эмиратов, то сроки годности доверенности не указываются, то есть срок действия доверенности не указывается. Срок действия доверенности не указывается, потому что, как правило, доверенность бессрочная. Чтобы ее отменить, необходимо опять же проделать все те же действия, приходить и отдельно подавать заявку, платить за это, чтобы в системе вашу доверенность отменили. То есть до тех пор, пока ее не отменят, она продолжает априори действовать. Но также есть специальный сайт суда, где можно проверить действие доверенности. То есть саму доверенность можно проверить, и по системе все доверенности фиксируются в реестре. Друзья, все судопроизводство в Эмиратах на арабском языке. Это очень важно учитывать для тех, кто рассчитывает будущие расходы на судопроизводство, на подачу иска. В этой связи, если вы уже начали процедуру взыскания задолженности, пожалуйста, возьмите с другой стороной, со своим должником, сделайте акт сверки взаиморасчетов. В этом случае в суд вам достаточно будет подать один единственный документ, переведенный на арабский, где будет указана окончательная сумма задолженности, вместо того, чтобы предъявлять в суд в последующем кучу платежных документов, которые, соответственно, будет дорого переводить. Друзья, очень важный момент, пожалуйста, если вы выписываете чеки, делайте себе копию данного документа, то есть каждый чек оставляйте себе копию, потому что бывает на практике, что вам нужно в последующем вернуть чек свой, может быть, вы оплатите налом задолженность, или другая сторона, может, кому вы выдали чек, может потерять ваш чек, и в этом случае очень важно сохранять себе копии, чтобы можно было получить заявление о том, что конкретный чек с конкретными реквизитами был утерян. То есть это на самом деле очень важно, хранить важные документы. И, конечно, если вы потеряли чековую книжку, то немедленно аннулируйте в соответствующем порядке в полиции. Это необходимо делать процедурно. Но чековая книжка – это важный документ. Его утрата в обязательном порядке должна быть заявлена. Друзья, очень важный лайфхак, если в договоре вы не указали о том, что услуги адвокатов в последующем, если будут судебные споры, покроет проигравшая сторона, то, соответственно, вы потом это не получите, не взыщете в судебном порядке. То есть, когда вы заключаете договоры, пожалуйста, предусматривайте, что другая сторона, потерпевшая, имеет право на возмещение расходов, потраченных на адвоката. И желательно это указывать в какой-нибудь твердой фиксированной сумме, потому что на момент подачи иска вы не знаете, какая будет сумма, поэтому чем более конкретнее вы укажете сумму штрафа в случае, если потерпевшая сторона
будет взыскивать в последующем в судебном порядке, тем более вероятность высокая, что вы сможете взыскать на услуги адвокатов, которые в конечном итоге были затрачены стороной, инициировавшей и потерпевшей стороной.